Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня четверг, вечер, и я приехала. Как вы думаете, куда? Не знаете? Я приехала в Арпач-Бахшиш. Хочу пройтись по набережной, потому что вы часто меня спрашиваете, какая вечерняя набережная, что там есть. Хотите все знать. Ну, а я приехала, сейчас пройду вместе с вами. Кому интересно, присоединяйтесь, и мы вместе прогуляемся. И вы сами увидите, что здесь есть на набережной. Набережная очень большая. Сейчас вечер, но я думаю, успеем снять до темноты. Друзья, вы только посмотрите, сколько людей еще купается в море. И сколько сидит на берегу, отдыхают. Очень много. А мы пройдем по этой набережной. Она идет длинная-длинная. Так что прогуляемся. Кому интересно, присоединяйтесь и пойдемте гулять по вечерней набережной Арпач-Бахшиш. Возле моря отдыхающих очень много. Кто приезжает на таких не трициклах, да, трициклах, по-моему, или я не, ну, электрические такие мопеды. Видите, я остановилась, то на байках, в общем. Люди приезжают и просто сидят, разговаривают. На самой набережной сегодня такой ветерок хороший, поэтому, я думаю, легко будет идти, гулять, и буду все вам показывать. Здесь по всей набережной работает рынок. Ну, как говорят, потемнело, немножко прохладно стало, и все торговцы привозят. Здесь продают и кукурузу, все. Видите, и в эту сторону. Ну, мы перейдем через мостик и пойдем по самой набережной. Вот привозят все, что хотите. Сейчас перейду мост. Я обычно езжу днем, да, и вот на велосипеде здесь. Помните, черепашки вот здесь были? Заросло как камышом. А дальше вот там все люди приехали половить рыбку. Но рыбка здесь ловится маленькая. Может, кто-то для котика ловит, а может, кто-то просто так отдыхает, любители, да. И вот здесь отдыхают. Пляж большой, очень много людей. Ну и рынок идет полностью по всей набережной. Я не знаю, сколько километров. Ребята, кто живет здесь, в Арпаче, напишите, сколько здесь. Ну, я не знаю, ну, километров 5, наверное, точно есть. Очень много всего. Давайте подойдем, посмотрим, что здесь привезли. Картошка по 60 лир, такая очень крупная. Лук, цены не на все есть. Персики по 80 лир. Груши вот такие появились. Это уже новый урожай. Тоже по 80 лир. В общем, привозят все, у кого свои хозяйства, кто теплицы. И лишнее привозят и продают. Очень удобно. Можно выйти вечером. Не нужно и в жару куда-то ехать на рынок, а просто вот так тихо, спокойно прогуляться, купить какие-то овощи, фрукты, отдохнуть, увидеть своих знакомых. Вон, смотрите, сколько, да, людей отдыхает. И здесь, как вы знаете, есть такая велосипедная дорожка. Я вот по ней езжу. Она в сторонке отдельно, поэтому можно спокойно проехать. Я приехала не так поздно, сейчас 7 часов, начало 8, еще не совсем темно, но, говорят, вечером здесь просто жизнь кипит. Поэтому, может, мы захватим какой-то кусочек этой жизни вечерней. А так вот, смотрите, друзья, вот так все сейчас на набережной. Нравится эта набережная, что здесь очень много скамеечек, люди отдыхают, вот пенсионеры, да, пришли. Они подышали воздухом, отдохнули. Детки бегают, кричат. Вот шумят и ищут кого-то. Ну, вот так бывает. Ну, что делать? Это вечерний променад. Пройти, прогуляться, посмотреть все. Здесь, смотрите, и кукурузу продают. Мысыр. По-турецки это кукуруза. Варят ее в таких больших казанах и потом продают. А так очень много всего интересного. Так что, кому будет вечером прогуляться интересно здесь по этой набережной, приезжайте. Из Теджи я приехала на маршрутке. Ну, она подошла быстренько, я села и доехала. Стоимость поездки получилась 60 лир. Недорого. Это от Теджи. Вот так.
Посмотрим, что здесь. Видите, здесь овощи, фрукты, все продают. Очень много всего. Клубничка, ну очень мелкая какая-то. По 100 лир, наверное, уже отходит. А так, смотрите, нектаринки, персики. Персики 70, нектарины 80, инжир уже есть. Сколько он? 250 лир. Яблоки, груши. Вот такие драгонфрукт. Они бывают, знаете, красные или белые. 200 лир. Вот такие цены на сегодня. Ну, пойдемте, я не буду уже выключать камеру. С другой стороны, смотрите, есть детские карусельки маленькие. Потом продают обувь. Индирим. По-турецки это скидка. Стоимость вот 100 лир, 150 лир. Совсем дешево. Сейчас пройдем немножко, посмотрим. Я не знаю, солнышко садится, поэтому, может, камера не очень хорошо фиксирует. Продают все, что хотите. Смотрите, это вот уже на кактусах созрели вот такие плоды. Они колючие. Стоит 15 лир одна штука. Тана эта штука. И клубничка здесь уже чуть покрупнее, по 175 лир. Бананы хорошие, 70 лир, недорого. Виноград. И еще клубничка. Но тут уже помельче. Очень много. Видите, полностью. Не нужно никуда идти днем в жару. Можно вечером отдохнуть и все купить. И с этой стороны, и с противоположной стороны. Везде овощи продают, какие-то поделки. Вот женщины вяжут разные шапочки, игрушки. Очень многие сейчас вяжут такие интересные игрушечки. Ну а вот полоса, где для велосипеда. Видите, даже дети на электромобилях ездят. И кто-то на велосипеде. Музыка играет. Вечером попозже зажгутся огни, и будет набережная сверкать, как, не знаю, как Таиланд, наверное. Музыка играет, продают все. А многие просто прогуливаются и смотрят, что есть. Вот такой рыночек. Лимоны зеленые. Ну, сейчас срывают зеленые. Пока не сезон еще лимонов, поэтому продают такие. Здесь персики совсем дешево, 50 лир. И появились, знаете, вот эти яблочки. Это новый урожай, очень вкусные. Вот так все выглядит. Прогуляемся с вами немножко. Вы дома, а может у кого-то здесь квартира есть, да? А вы сейчас не в Турции. Поэтому вы пройдете вместе со мной, также подышите воздухом. Хочу сказать, что здесь и мороженое продают. Вот смотрите, один шарик стоит 50 лир, два 75, ну а три уже не знаю, нужно спрашивать. Вот такое мороженое. В одной и в другой такой витринке. В большом ассортименте. И большие развалы разной одежды. С другой стороны постельные, разные пледы, нитки, вот простыни, все продают. Очень много всего. Цены смешные, от 100 лир до 250 лир. И все ездят на велосипедах. Вот так, видите, все. И носки продают, и какие-то скатерки, все. Море сейчас шикарное. Теплое. Вот с этой стороны. Солнышко садится в горах, оно вот здесь садится, поэтому такой свет получается, как бы темновато. Но на улице еще светло, не совсем потемнело. Надеюсь, нам получится все заснять. Поэтому, ребята, не обижайтесь, если что-то не очень прям качественно видно. Снимаю вечером. С этой стороны, я смотрю, женщины пекут, делают сыкма и... Gözleme, сыкма, бюрек стоит 50 лир, а гизлюме 70 лир. Все свеженькое, но надо быть очень внимательным. Видите, вот на таких досточках все раскатывают. И merhaba, kolay gelsin. Hoş bulduk. И вот такие разные начинки с сыром, с картошечкой, шпинат, и лор пейнир, сыр, там все, да, кашар пейнир. Очень вкусные такие пекут, и все прям быстренько готовят. Печь такая есть.
все жарят, очень вкусно. Многие уже возвращаются с пляжа. Ну а кто идет на пляж, хочу показать. Смотрите, какая вкусная кайсы. Это сушеные абрикосы. Вот эти в печи, это натуральные, очень вкусные. Стоят 250 лир кило. И они, видите, более крупные есть, более маленькие. И тут уже, смотрю, открывают мидии. Вот такие, смотрите. Вот такие мидии. Они начинены рисом и продают очень вкусные. Ну, кто любит. Я как-то не очень вот эти все морепродукты ем. Поэтому не очень такое дело люблю. А так многие покупают, да, говорят, это очень вкусно. Поделитесь, кто покупал, как вам понравились эти мидии с рисом или нет. Напишите в комментариях. Здесь картошечку жарят. Вот так ее нарезают. Видите, как вот показано такими спиральками. И жарят. Ну, все такое вкусненькое. Еще мороженки есть. Вот здесь тоже такие разные. Показываю вам. Очень много. Я думаю, тут люди гуляют до самого поздна, до темноты совсем. Да просто пройтись, прогуляться, не ехать в город, а так подышать на набережной. Что здесь еще продают? Разные украшения. Это бижутерия. Вот такие разные, смотрите, колечки, эти серьги, все есть. Очень много. И браслеты, и цепочки, разные кулончики, все в большом ассортименте. Видите, такие браслетики красивые какие. Это все бижутерия. И полностью вот развалы дешевые. Я не знаю, сколько там, по 100 лир. Да, вот по 100 лир, по 50, 150 лир. Вот эти все развалы. Люди выбирают, смотрят. Это все новое. Может, уже просто вышло из моды, или остались маленькие размеры, или единичные, поэтому продают так дешево. И полностью вот овощи, фрукты по всей набережной. Очень много людей гуляет. Смотрите, да? Даже непривычно. У нас в Тедже как-то тихо, нету такой суеты. Вот даже если мы гуляем по набережной, ну спокойно, но здесь прям... Не знаю, наверное, точно как в Таиланде, да? Вот так все выглядит. Мороженое. Очень много таких павильончиков, где продают мороженку. И вот такие, видите, разные турецкие мороженые. И дальше продают все. Такие... Простыни, они, видите, на резинках идут, очень удобно. А расцветок много, и причем сразу пишут, какой размер. Все видно. Вот видите, 1,60 на 2 на резинке. Хлопковые простыни, очень практичные и удобные. Друзья, пишите, кто живет в Арпаче или там Мюке, часто вы сюда приходите гулять. Вот пока прошлась, влажность большая, видите, волосы сами по себе крутятся. И все-таки... жарковато. Не то, что прям жарко, а вот влажно. Вроде бы и ветерок, но все равно сложновато дышать. В общем, пойдемте дальше смотреть. Я сама первый раз здесь вечером. Как-то обычно я днем гуляю. На велосипеде езжу, там снимаю все, а пешком первый раз. Чего здесь только нет. И духи разные. Все есть. Видите, в коробочках под любой бренд. Очень много. Браслетики такие, смотрите. Интересные, да? Ну, кто любит бижутерию, здесь можно повыбирать все, посмотреть. Здесь что-то готовят. Кукурузки в стаканчиках. И салатики делают. Кукурузку продают и готовят салатики. Есть столики, можно посидеть. Но мы пока пройдем, посмотрим, что там дальше. Потому что я говорю, что я никогда здесь вечером не была. Для меня это все новое. И я думаю, для тех, кто здесь не жил, вы увидите, что это за район. И будете иметь представление, что здесь вечером, как днем. Ну, днем я снимала по всем видео, вы знаете. Ну, а вечером вот так все выглядит.
Вот такие, вот видите, транспорт электро очень популярен в Турции. Есть двухместные, которые для одного человека, или вот который еще сзади сидит, да, одноместные или двухместные. Вот такие штуки. Стоят они, я не знаю сколько, но дорого, наверное. Ну, если у кого есть, напишите, как они практичные, удобные. Да, картошечка. Ну, пока не все. Ой, а что это такое? Первый раз вижу такой фрукт. На рынке у нас не продают. Хочу показать вам, что это такое. Смотрите, напишите, кто покупал, как его едят и вообще, что там внутри. Kaç lira? Пакет Юселя 100 лир пакет. Интересный. Но я не представляю даже, что это такое. Не видно, разрезанных нету. Так что, ребята, напишите, что это за фрукт и как его едят. И авокадо есть здесь. И вот драгонфрукт. Ну вот этих очень много таких непривычных для нас. Еще хочу показать. И смотрите, авокадо есть чуть поменьше. И совсем такие крохотные, 250 лир. Вот смотрите, какие манюсенькие. Совсем крохотные, да? Они, наверное, без косточки. Но тоже маленькие я как-то не брала. Большие брала, а маленькие нет. Поэтому для меня это новинка. Ладно, пойдемте посмотрим. Видите, вот тут кукурузу варят. Такая печка, газовый баллон. И варится кукуруза. Нет, ты шакюре. Я знаю, что сладкие. Все предлагают персики. Но я купила на рынке по средам. Вчера была на рынке, купила обалденные персики. Просто, знаете, кусаешь и сок течет. Очень вкусные. Берите всегда крупные и такие ярко-желтые. И чтобы был бачок красненький. Очень вкусные. Твердые не берите. Всегда берите мягенькие. А здесь какие-то такие сувенирчики, я смотрю. Это все ручной работы, такие поделочки. Интересно, видите, для ключей. Разные брелочки, какие-то бутылки такие. Все очень интересное. Смотрите, сова какая, да? Это все ручная работа. Вот такие девушки. Большая витрина, много всего. И такие, смотрите, какие прикольные, да? Очень-очень смешные и разные. И такие, знаете, вот от сглаза как бы. Вот такие есть большие подставочки и есть маленькие в виде дерева. Ну а дальше пошли книги, продают. Очень много. И люди все на балконах вот сидят, я вам покажу, смотрите, все ужинают. Открывают двери, окна, все квартиры продуваются, все ужинают. Вот такая красота. Здесь и очки продают любые, какие хотите. Ну, конечно, не брендовые, но просто на каждый день ходить на пляж очень удобно. Всякие безделушки, заколки, вот веера, все есть. Ветерок подул, так хорошо. И здесь тоже книги, есть очки. Вот такие еще. Очки, кстати, в Турции продают, вот, например, оптика, да. Здесь они дешевые, недорогие, простые. Но в магазине вам без рецепта доктора ничего не продадут. Поэтому знайте, что очки только в магазинах и обязательно нужен рецепт от врача. Хочу показать, смотрите, сколько продают. Оливковое масло, разные листья виноградные маринованные. Все есть в ассортименте. Варенье есть, инжирное вот это варенье, очень вкусное. Вообще в Турции даже в магазинах варенье все очень вкусные. Ну, они говорят, что вот домашний мед домашний. Орехи, кстати, смотрите, 250 лир, недорого. И еще есть мыло. Вот оно, видите, разные. Есть хатай, вот это с оливкой. Очень хорошее мыло. Вообще ручной работы все качественное, очень удобное. С другой стороны, здесь продают разные. Можно и водичку взять, лимонады, что-то перекусить, какую-то закуску, соленья. А дальше, вот смотрите, огромный выбор пляжной обуви. Ну, есть и кроссовки по 400 лир.
А разная обувь такая и по 100 лир, и по 300, и по 250 в большом ассортименте. Очень много. Здесь тоже сложно, понимаете, вот идешь ты вроде бы по дорожке, а стоит перейти вот на эту сторону, где велосипеды, там надо быть очень внимательным, потому что едут турки, они не смотрят. Идет там кто, не идет, в общем, несутся быстро очень, поэтому будьте внимательны. И здесь, смотрите, сколько одежды. И шорты, и какие-то купальники, все-все-все, очень много. И людей уже сколько становится, к вечеру много. Потому что вечером очень удобно. Пришел, посмотрел, погулял, что-то купил. Вот хочу показать. Подошла сюда поближе, что здесь продают. Видите, хозяйственная часть. Есть и кастрюли, и какие-то чайнички, и такие вазочки, и пепельницы, и чего здесь только нету, посмотрите. И сковородки, очень много, и маленькие, и большие. Вот такая тяжелая, видите, с тяжелым дном 22. Ну, она по диаметру не очень большая, но 24 вот мне нравится, или 26. Очень много всего. Пластик, все-все-все. Подносы, ну чего только нет, все есть. Смотрите, какие персики. Вот такие вот всегда берите. Они, видите, и светлые, и такой бачок всегда будут вкусные. И самые большие берите. Будут очень ароматные. Все, начали загораться огни. Видите, вот все фонари зажглись. Сейчас они разгорятся, и будет более-менее светло. Музыка играет, я не знаю, это плохо, конечно, для Ютуба, чтобы не забанили. Здравствуйте. Я с вами хотела. Все, огни горят, народу очень много. Все идут, гуляют. Смотрите, сколько продают одежды. И много и сарафанчики, и платьицы, потом покрывала какие-то. Ну, все, в принципе, такое, знаете, для каждодневное. Здесь не парадная одежда, знаете, такая модная, а простая, чисто вот на пляж ходить или для дома. Вот такое все. Много своих подписчиков встретила. Ребята, если вы смотрите, всем привет. Мне очень приятно было с вами со всеми познакомиться. Даже не ожидала, знаете, вот идешь и тут раз говорят, что мои подписчики. Спасибо вам, друзья. Вот так все выглядит. Огни горят. Красота. И набережная очень длинная. Ну, пройдем сколько сможем, сколько будет фиксировать моя камера на телефоне. Чтобы что-то было видно, мы пройдем с вами, посмотрим. Здесь такие шорты, видите, мужские, разные. Трикотажик, ну, с добавлением немного синтетики, и какие-то платья есть. Женские брючки вот такие в основном идут штапель, да, они легкие такие летние. Ну, все рисунки очень пестрые, на любителя. Evet, да, Турция хорошая страна. Evet, evet, да, Turkish базар, да, хороший базар вечерний. Так, я сюда дошла уже. Слышите, музыка, я не знаю, живая музыка, что ли? Да, на скрипке играют. И еще на чему-то. Смотрите, ребята, это кафе, вот оно, и гостиница, и ресторан, все в одном месте. Вы можете отдохнуть здесь, покушать и остановиться, пожить, если приехали. И вот сюда, смотрите, здесь ангелы. И такая большая зона, мягкие диваны, кресла. Можете прийти, покушать, заказать все. Сейчас попробую перейти. Видите, как транспорт едут. Очень быстро все. Не знаю, можно туда будет зайти или нет. Немножко пройду. Если не выгонят, я вам поснимаю такую красоту. Видите, как вот такие разные столики, кресла, прийти посидеть, вечером отдохнуть и послушать живую музыку. Ветерок хороший сейчас, прям кальян-то здесь, кстати, есть. Да, вот там сцена, я не знаю, видно вам, ребята, да? Вот там впереди сцена, музыканты играют и все отдыхают. Пойдемте дальше.
Потому что если начнет играть музыка, YouTube это не любит и может видео заблокировать. И здесь же с другой стороны ресторанчик. Вот полностью готовят и потом все приносят. Сейчас попробую перейти. Видите, как везде велосипеды. Поэтому надо быть внимательным не только днем, но и вечером. Вот так все выглядит. Вы гуляете вместе со мной. Если вы где-то дома, а квартира ваша здесь, вспомните, как вы раньше гуляли, да? Очень классно. Чего только нет здесь, видите? И кокоречи готовят. Кокоречи — это такое блюдо, кишки на вертеле. Ну, как-то я никогда не пробовала, не знаю, мне как-то стрёмно пробовать. Напишите, как это блюдо по вкусу, если кто пробовал. Вкусно или невкусно, не знаю. Я как-то не могу пересилить себя и попробовать его. Здесь продают турецкое мороженое. По-турецки мороженое — это дондурма. И разная выпечка. Пончики, сладости такие турецкие. Покажу вам поближе, какие пончики. И вот такие сладкие колечки. Они в масле жарятся. Очень сладкие и очень калорийные. И можно заказать фрукты. Вот сок отожмут, все, можно попить. И вот такие кактусы, видите, продаются. Колючие, их чистят и можно покушать. Хочу еще сюда подойти. Я когда-то давно, наверное, около года назад снимала вот эти все фигурки. Видите, они уже разрисованные. А так, сейчас я вот пройду сюда вперед, покажу вам. Видите, ездят везде. Они из гипса. Можно купить обычную такую и самому все разукрасить. Видите, как красиво разукрашивают все. Вот такие заготовки. Очень много. В большом ассортименте. Так, все покажу. Вот там столики. Кто берет, например, покупает и может здесь прям разукрасить. А можно дома, если есть краски, и сделать вот такую красоту. Смотрите, да? Очень красиво. И вот так несколько столов. Здесь украшения из бисера. Да, красиво. Это кто умеет, занимается таким. Это очень кропотливая работа, трудоемкая, но очень красиво. Да, кто занимается этим, у людей золотые руки. Это нужно очень много усидчивости. Вот смотрите, какие маленькие все, да? И все очень такое изящные браслетики в большом ассортименте. И котеечки тут такие ходят. Черненький стоит котейка. Очень много бижутерии. Целые ряды, несколько столов. И это все бижутерия. На улице уже темнеет. Поэтому, ребята, если совсем уж плохо видно, не обижайтесь. Стараюсь снимать, но как получается. Видите, как все продают. Целые развалы одежды. Очень много. Ну, многие просто гуляют. Вышли с семьями прогуляться. И в ту сторону идут, и в эту сторону. Здесь что-то продают в пакетиках. Фасоль. А нет, орехи, господи. Подумала фасоль, а это орехи. Вот разные орехи, фасованные. Есть семечки. Арахис вот кричит, слышите? И море шумит. Сильно-сильно прям такие волны. А дальше там, видите, для деток карусельки. Ну, простые, обычные. В Турции здесь нет таких каруселей, которые, знаете, страшные, высокие, там нету такого. Все или привозные аттракционы, или совсем такие маленькие для деток.
пройду так. Посмотрите, какая атмосфера. Сумки, кошелечки сколько стоят? 150 лир. Вот такие, смотрите, разные. Да, вот такие. 150 лир. Есть побольше вот такие кошелечки. Вот, большие. Здесь много всего можно положить. О, чемодан полетел, ветром сдуло. Вот такой, смотрите, какой. Все под бренды. Это, конечно, реплики, но очень много. И сумок, всего. Разные сумки, и большие, и маленькие. Цены недорогие. Вот такие сумочки. Большой выбор головных уборов. Да, чего здесь только нету. Все есть. Смотрите, поверну на ту сторону, сколько ходит вечером людей гуляет. Иду, уже совсем темновато стало. И вот эта набережная Арпач, она потом пересекается с набережной Тамюк. И там тоже такой же рынок. Поэтому если гулять, то гулять приходится очень долго. Вот я еще иду по Арпачу, а потом вот это дерево огромное. И дальше это уже идет набережная Тамюк, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня. Вдруг я неправильно сказала. Вот так столики везде стоят, видите? Можете прийти, посидеть, выпить кофе или просто поговорить. Или покушать что-нибудь. Здесь тоже недалеко готовят все. Для деток развлечения разные. Горки такие надули. И кукуруза, она везде. На всех рынках кукуруза вареная, свежая. Выбирайте, какую хотите, такую и кушайте. Вот так все освещено. Ой, хочу показать. Остановилась. Смотрите, какие такие тарелки. Видите, они маленькие, набором сделаны. Большое блюдо. Это разные, можно оливки, сыры, все выкладывать. Такие мисочки. Еще сюда пройду, покажу вам. Вот так. Видите, разные. И на 3 деления. И вот смотрите, какие. Очень много. Ветер такой хороший поднялся. Вот иду, совсем темно, не знаю, камера немножко захватывает, но не так, как днем. Вот такие еще, видите, разные чашечки, кружечки с рисунками. Есть поменьше. Вот такие интересные. Очень много всего. Поэтому будете гулять, какой-нибудь сувенирчик можете себе прикупить. Да, прям освежает ветер. Хорошо. Ну, вот здесь, видите, девочки, чай можно заказать у них. Все, мороженое, какой-нибудь напиток и пройти дальше. Ветер прям очень мощный. Ну, немного еще пройдем, пока фонари горят. Дальше там как-то не очень освещено, поэтому... А здесь даже пиццу делают, видите? Пицца. Готовят. Сейчас посмотрю, поближе подойду. Да, вот мужчина готовит пиццу. И вот такая печь, видите? Все выпекают. Такая красота. Все прям свеженькое, свеженькое. И вот все сидят, видите, за столиками. Очень много людей. Детвора довольные все. Попадают в кадр, они любят, когда снимают их. Вообще турки такие добродушные люди. Не знаю, как кому, но, по крайней мере, мне всегда попадались хорошие люди. Поэтому я говорю за себя. Кафешечки. Здесь готовят и рыбу, и другие блюда. Здесь кафе очень большое. Можно и посидеть внутри, и снаружи. Вот видите, сколько столиков выставляют. Лето, сезон, это ихний заработок. Очень много столов.
И смотрите, музыка играет. Эти улитки везде. То есть не улитки, а мидии везде, видите, продают. И лимончик. Это все фаршированный рисом. Вот такая красота. Видите, можно вот таблички все заказать, рыбу и разные блюда другие. Ресторан большой. А здесь такие паровозики, вот божьи коровки, вечером деток катают. Ну, не так много на аттракционах этих, но все равно. Днем я видела, как-то проезжала, эти карусельки были накрыты. А здесь уже, видите, более потемнее, не так горят фонари, но люди идут на набережную, там, где рынок. И все просто гуляют и отдыхают. Хочу подойти сюда и показать вам. Здесь какие-то натянутые эти, как море вечером. Смотрите, какие волны. И люди купаются. Очень большие волны. Такой трапик. Удобно спускаться. И вот так шумит море вечернее. Ночное даже, я бы сказала. Такая красота. Так хорошо ветерок обдувает. Все шумно, весело. Вечером обязательно полиция ездит, ну она и днем ездит. Проверяют, все смотрят, чтобы не было никаких происшествий. Ну, это патруль. Они все время ездят и днем, и утром. Ну, вечером особо, конечно, очень много людей, поэтому безопасность на первом месте. Друзья, мы немного с вами прогулялись по набережной Арпач-Бакшиш. Вы посмотрели все как есть вечером. Я сама первый раз была здесь и удивилась. Кудряшки мои. Очень много людей, конечно, непривычно. Так, знаете, у нас также все-таки более спокойно. Но все равно интересно. Друзья, мы много чего не сняли, как вы знаете, но обязательно все снимем. И я, как всегда, возьму вас с собой. Пишите, понравилась вам прогулка сегодняшняя или нет. Пишите, кто живет здесь, как вы ходите, отдыхаете. Поделитесь в комментариях. Мне будет очень приятно. Видите, даже машины полицейские проезжают. Ну, контролируют все. Это очень важно. На сегодня я с вами прощаюсь. Мне нужно еще дойти до автобусной остановки и поймать маршрутку или автобус и доехать до Теджи. Я без велосипеда. Я приехала на городском транспорте. Ой, так, что забыла сказать? Все вроде бы всплыло. Все, друзья, всем пока-пока, до новой встречи в новых видео. Я вас обожаю. Все, пока-пока.